Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему, что сейчас происходит в жизни загаданного человека. У нас будет три позиции. Первая, вторая и третья. Выбирайте свою. Кому нужно, ставьте на паузу. Тайм-код будет указан в описании под видео. И начиная с первой позиции, давайте будем смотреть, что же сейчас творится в жизни у того человека, на которого вы смотрите. Можно загадать, кстати, троих. Можно не одного смотреть, а нескольких. Итак, первая позиция. Что сейчас происходит в жизни загаданного человека? В первую очередь давайте посмотрим, какая атмосфера и настроение окружают его сейчас. Какая атмосфера и настроение. Хитрость. Так интересное очень сочетание. Смотрите, ну, на самом деле все сейчас вращается вокруг женщины, вокруг женской фигуры, и он не понимает вообще, как быть, как поступить. С одной стороны, он очень искренне настроен по отношению к ней. С другой стороны, вынужден прибегать к каким-то уловкам и хитростям для того, чтобы разобраться в данной ситуации. Абсолютно не исключаю того, что и женщина тоже хитрит, обманывает. Кстати, этой женщиной вполне можете быть вы. Сейчас дальше начнем разбирать, и вы поймете, вы это или нет. Поэтому здесь все, что сейчас происходит в жизни у загаданного человека, оно базируется на вот этой женской фигуре. Повторюсь, настроен к ней очень искренне, обманывать не хочет, но очень много вопросов в его голове, на которые он не находит ответа, и поэтому приходится юлить, хитрить. А может быть, здесь и дама сама хороша, хитрит, юлит, и поэтому ему приходится тоже подобным образом себя вести. Что происходит у человека дома? Если человек семейный, женатый, то это дом, который, вот имеется в виду вот такая его семья. Если человек свободный, то дом это вот быт в основном, да, родители, это близкое окружение, те люди, с которыми он постоянно взаимодействует. Что происходит у него дома? Как-то ровно все, очень стабильно. Продолжаются какие-то начатые дела. Вот как-то вот, знаете, вот рутина повседневная. Рутина повседневная, он стремится к достижению каких-то намеченных целей, но нужно сказать, что как-то апатично он ко всему относится, особо без какой-то радости. Здесь те эмоции, которые у него есть вот в отношении дома, в отношении семьи, они больше его огорчают, расстраивают, как-то вот не приносят удовлетворения должного. Стремится продвинуться вперед, стремится реализовать какие-то поставленные, намеченные цели и планы, потому что здесь они уже, знаете, вот тройка жезлов, это как продолжение начатого. Здесь нужно уже двигаться вперед, но как-то уже как будто не особо хочется. Давайте посмотрим, а почему апатия такая, почему ничего не радует-то его? Потому что женщина. Здесь все на женщине, как уже ранее было сказано, на женщине все основано. Но императрица, она может символизировать супругу, да, если человек в браке. Это может быть мама, если человек свободен. Ну и если абсолютно все свободны, да, и вы знаете, что вы вот эта вот женщина, то здесь все завязано на вас и хочет, знаете, вот девятка жезлов, скорее всего, у многих здесь такой момент, когда все неопределенно, когда может быть даже пауза между вами, он очень хочет восстановить отношения, он понял, что он наделал ошибок, он скучает, карта Луна, он скучает. Ну, знаете, вот все не мило, ничего не вкусно, ничего для него не так, вот. Постоянно, круглосуточно думаю я об этой женщине. Так, а что в личной жизни у него тогда? Давайте посмотрим. Что в личной жизни у человека? Девятка кубков. Вы
знаете, но здесь на самом деле у многих может отыграться такое, что человек состоит в официальных отношениях, да, в официальном браке, и у него, я не могу сказать, что как-то вот все плохо, да, просто больше ориентирован он на себя. И те эмоции, которые он мог бы получить от любимого человека, да, от того человека, с которым он находится в отношениях, он как-то больше, вот знаете, вот на себя проецирует и м, принимает, больше принимает, чем отдает. Вот как-то очень все ровно, вот чтобы соблюсти вот этот вот баланс в личной жизни. Ему не хватает эмоций, не хватает чувств, присутствует ревность. Скорее всего, вы являетесь вот этой вот женщиной, на которую мы смотрим, потому что, да, здесь карта императора. Здесь, скорее всего, мужчина. У большинства отыграется такое, что мужчина, он в семейных отношениях, да, он является императором, и ему очень не хватает, он скучает по женщине, он скучает по вам, ему очень не хватает общения с вами. И чувствует себя, вот знаете, вот те эмоции, которые дает ему вот тот постоянный партнер, да, та женщина, которая с ним находится рядом, его это не устраивает. Для тех, у кого все свободны, да, для тех, у кого человек, вот мужчина, на которого вы смотрите, он не женат, у него, знаете, у него могут быть какие-то вот поверхностные взаимоотношения с противоположным полом, но он ищет вот ту единственную, он ищет вас. Вот те, кто его окружают, они не приносят ему должного удовольствия. Он упрям, он отказывается от всех, кто не соответствует его требованиям, его идеалам. Здесь вот эта императрица подходит под его идеал, но императрицы нет рядом, а всех остальных он, знаете, вот как-то, ну, принимает их симпатию, да, вот проецирует, как я уже сказала, на себя вот это их отношение, но, тем не менее, он держит себя в балансе и не позволяет себе каких-то вот близких, тесных контактов. Естественно, об измене речи быть и не может. Далее у нас, давайте посмотрим, чего он хочет вообще, на что настроен загаданный человек, на что он настроен. Какие у него вообще цели сейчас глобальные в жизни? На чем он вообще сконцентрирован? Ну, понятно, что на женщине, а помимо женщины какие-то возможности финансовые. Ой, ну посмотрите, опять же, с королевой Пентаклей. Так я и знала, что здесь тоже выйдет женская фигура. Он думает о том, как бы либо выбрать хороший подарок, либо заработать побольше денег, либо увидеть вот этот вот достойный шанс для того, чтобы вот подкатить красиво к этой пентаклевой королеве и разгадать ее загадку. Если вы находитесь в тайных отношениях, да, если человек не свободен, либо, может быть, вы не свободны, он планирует в тайном формате также и оставить ваши взаимоотношения. Если все свободны, то он видит вас очень достойный. Вы и императрица, и пентаклевая королева, да, такая статусная, достойная, прекрасная, замечательная. Но он не может вас разгадать. Вы для него как тайна, вы для него загадка, вы для него лабиринт. Он очень хочет нового витка какого-то с вами в отношениях. Он очень хочет какой-то новой чистой странички, но он не знает, как сделать. Он чувствует себя таким дурачком вообще. Он чувствует себя в состоянии нересурсности. Но я не могу сейчас, то ли денег нет, то ли мыслей нет, то ли сил нет. Вот как какой-то вот потерянный, растерянный, скучает и что делать не знает. Давайте посмотрим. Вообще, чтобы давайте удостовериться, посмотрим, думает ли он о вас. Вы ли на самом деле это женщина? Потому что столько много слов про женщину было сказано. Думает ли он... Ой, все карты рассыпались. Прям стремится. Скорее всего, это действительно вы. Человек прям, вот знаете, уже из штанов выпрыгивает. Очень хочет скорее вам какую-то важную информацию донести и сообщить. Я прошу прощения, собираю рассыпавшиеся карты, потому что упали они прям на пол. Так, продолжаем. Благодарю вас всех за терпеливое ожидание. Итак, продолжаем. Думает ли он о вас? Чтобы уж наверняка.
Вы это или не вы? Знаете, а здесь не у всех отыграется тот вариант, что вот это именно та женщина, вы именно та женщина, про которую мы говорили. Потому что человек в растерянности, и у многих здесь действительно такое, что он заблудился не только в отношении вот к этой женщине, да, вот про которую он думает, он заблудился в женщинах, с которыми можно выстроить вот эти вот взаимоотношения. И наряду с вами, посмотрите, двойка жезлов, он как будто сравнивает. Для него загадка. Действительно, это вы, та самая императрица, действительно вы в полной мере соответствуете тем требованиям, которые он привык к противоположному полу предъявлять, или же вы иллюзия, или же вы та самая загадка. Ему очень хочется разгадать, и ему очень хочется правильно расставить приоритеты и разобраться, потому что он понимает, что сейчас все будет зависеть от него. Порой, да, он не понимает, как ему поступить, порой он не может найти выхода из вот этой вот тупиковой для него ситуации, но он понимает, что очень многое зависеть будет именно от него, от его поступков. А как он к вам-то, давайте посмотрим, настроен, если такой уже, такой оборот приобрели события, как он к вам настроен? Влюбленная — это карта выбора, да, действительно, человек выбирает. И он понимает, что если он делает выбор в вашу пользу, ему нужно будет кардинально менять все, что есть в его жизни, кардинально менять то, к чему он так привык. И он не торопится, он медлит, он не торопится, потому что он понимает, что вот этот вот новый виток и ваших взаимоотношений, и его жизни, он должен быть продуктивным. И здесь ошибок допускать нельзя. Здесь нужно действовать очень осторожно. Давайте посмотрим совет для вас. Как вообще вам, что вам делать-то в отношении него? Что, как с ним быть, с этим товарищем? Пятерка мечей, ничего не делать. Пятерка мечей — это вот уйдите. Здесь прям манипуляция молчанием. Уйдите в тишину и не давайте ни в коем случае ему конкретики. Не надо. Идите, вот прям замрите, как будто вас нет. Сохраняйте тишину, сохраняйте молчание. Ни в коем случае не давайте ему каких-то конкретных ответов, какой-то конкретной информации, которая сможет помочь ему как-то в принятии решений. Во всяком случае, нужно, чтобы сейчас человек вот именно помучился в своих мыслях. И вот вы для него как есть загадка, так и оставайтесь для него вот этой вот загадочной, притягательной и неразгаданной тайной. Вот такой вот у нас первый вариант. Благодарю всех единичек и буду весьма благодарна вам за обратную связь. Вот такой вот первый вариант. Идем ко второй позиции. Что же сейчас происходит в жизни у двоечек? Общая атмосфера и настроение. Общая атмосфера и настроение в жизни. Человек носит маски. Человек стоит перед выбором, не знает, как ему лучше поступить, и он пока не готов раскрыть своих истинных намерений, свое истинное лицо показать, свои истинные цели, потому что на нем лежит огромная ответственность, и от этого выбора будет зависеть многое. Знаете, даже уповает на удачу. Вот знаете, как повезет, не повезет. Не буду пока ничего решать, не буду пока ничего выбирать, не буду принимать никаких решений. Пусть удача подскажет, да, вот как карты лягут, как сложатся обстоятельства, все на удачу, все на удачу. Что у него дома? Итак, если человек женат, если человек семейный, то дом — это вот то, что у него в семье происходит, да, в его собственной. Если человек свободен, то это, как правило, его окружение, родители, близкие люди. Что у него дома? Решают какие-то проблемы.
помогает. Причем, вы знаете, на его плечах действительно очень такой, я бы сказала, значимый груз сейчас лежит. Я не могу сказать, что это прям груз. Я не могу сказать, что это тяжесть. Решение вопросов семейных, домашних, оно его вдохновляет, оно ему нравится. Для него это действительно удовольствие. И он понимает, что он сейчас должен проявить ответственность, решить какие-то дела и продолжить начатые какие-то проекты, начатые моменты. Вот двигаемся дальше, идем вперед. Никаких таких вот глобальных событий я не вижу. Здесь, скорее всего, этот выбор, он не относится к дому, к семье. А что у него в личной жизни? Что у человека в личной жизни? Что у человека в личной жизни? Ну, скорее всего, сейчас все идет к тому, смотрите, принятие решения. У многих отыграется такое, что человек должен принять решение относительно того, в какое русло ему вот эти отношения, свою личную жизнь уводить. Потому что очень активно сейчас все развивается и идет к тому, чтобы отношения приобрели официальный формат. И все зависит здесь от него. Все будет зависеть от него. Для тех, у кого человек женатый, да, в отношениях, то здесь речь может идти о том, чтобы наоборот вот ставить вопрос о разводе. Но здесь у большинства, поскольку в доме здесь никаких глобальных перемен, здесь у большинства человек будет свободный, и вот именно приниматься будет решение о том, чтобы вот именно отношения выводить в какое-то такое вот официальное русло, потому что думает, прям вот правосудие, это как будто бы стремление во что-то такое статусное. А что хочет, на что человек настроен сейчас? Вообще, какие у него планы? На чем он сконцентрирован, на что ориентирован? Вы знаете, исправить какие-то ошибки, где он ошибался, исправить те моменты, которые ему причиняли боль. Вот прям как головная боль. С чем это связано? С чем связана эта головная боль? Преодоление трудностей. Он как будто бы затягивал, да, действительно, смотрите, его ошибка в том, что он медлил с принятием решений, потому что здесь нужно было, знаете, вот преодолеть какой-то барьер, а он затягивал, он медлил. И он сосредоточен на том, чтобы исправить ошибки, принять все-таки решение и шагнуть в новый виток. Причем виток, наполненный счастьем, любовью, чувствами. Скорее всего, как раз-таки речь идет о том, чтобы вот именно шагнуть в официальные отношения. А чего боится вообще человек? Чего боится? Какие страхи у него сейчас? Какие страхи? Страхи, что все закончится. Страхи, что все пройдет. На самом деле здесь боится и того, что все будет завершено, и боится вот этого нового витка. Он не до конца осознал, что будет. Он не до конца выстроил вот этот маршрут. Боится соперника, боится того, что у него есть соперник, и в то же время боится на себя брать вот эту вот до конца ответственность. Здесь поэтому вот он ждет, когда вот как карта ляжет, как сигнал какой-то будет, да, как знамение свыше, потому что как будто не решается, как будто бы есть такие моменты, когда вот он не верит в себя, именно поэтому надевает маски, именно поэтому не показывает своего такого истинного настроя вообще к тому, что происходит. А думает ли человек о вас? Думает ли человек в своем нынешнем состоянии о вас? Он борется с этими мыслями, он сопротивляется, он боится о вас думать. Мысли лезут в голову, но он им сопротивляется. Вы для него солнышко. Он понимает, что ему сейчас нужно сосредоточиться на каких-то своих целях, делах и вопросах.
но вот то состояние, в котором он находится, оно его просто обезоруживает. А что же он о вас думает? Он понимает, что мысли о вас, они его как будто бы вот даже вот сбивают с толку, не позволяют ему принять грамотного, правильного решения. А что он думает? Он понимает, что он виноват, он вел себя неправильно. Нужно по-хорошему сесть, поговорить. Вы хотели совершенно разных вещей, но он не хочет ни в коем случае вас терять. Он не хочет вас терять. И с другой стороны, вот он все-таки не готов что-то менять. Он не готов выходить из привычной ему зоны комфорта. Он понимает, что сейчас нужно принимать какие-то решения. Как-то вот, знаете, вот если про отношения речь, то да, уже нужен официальный формат. Нужно узаконить отношения. Все зависит от него. А он вот колеблется. И он четко понимает, что это его ошибка, это его недоработка, это его косяк, но он очень боится. Он очень боится и того, что все между вами закончится, и боится идти в новый виток, и соперника боится, и ответственность на себя тоже брать боится. Прям вот осторожничает, очень-очень сильно. Осторожничает, вот прям как по тонкому льду человек идет, боится, затягивает прям время. А какой вам совет вообще, что вам-то делать с ним? Давайте посмотрим. А вот вам, двоечки, можно взять инициативу в свои руки, но таким образом, чтобы это было очень хитро. Не так, что вот в лоб, ой, ты знаешь, вот давай мы с тобой решим, поговорим. Здесь может быть какая-то хитрость, здесь какой-то предлог, который замотивирует его к принятию каких-то решений, но делать вы это должны очень-очень осторожно. Конечное слово должно быть за мужчиной. Здесь действия должны быть от мужчины, а подтолкнуть его к этому должна женщина, причем очень-очень аккуратно. И будет даже здорово, если у вас есть подруга либо сестра, которая может оказать вам в этом содействие какое-либо. Вот такой второй вариант у нас получился. Благодарю двоечек за просмотр. Благодарю всех за обратную связь, которую вы даете. Это важно, это значимо. И давайте посмотрим третий вариант. Что сейчас происходит в жизни загаданного человека? Итак, общая атмосфера и настроение каково? Семья. Если человек семейный, у большинства семейный, настроен на семью, на стабильность, либо же у кого свободен, он настроен на создание семьи. Абсолютно не исключаю того, что в семье сейчас ссоры, либо ссоры на фоне разговоров о семье, но здесь все сосредоточено, сконцентрировано на стабильности. Ничего человек терять, менять не хочет, надеется на то, что все решится само собой, что все будет к лучшему. Что у человека дома, что у человека в доме сейчас? Повторюсь, для тех, у кого человек семейный, это его семья, жена, дети. Для тех, у кого свободно, это родители, братья, сестры, близкие люди, с которыми он максимально близко общается. Ну, либо же, если смотрите на мужа, то это ваша семья. Итак, что дома? Что дома у загаданного человека? Ну, здесь семья, да, здесь действительно семья, комфорт, но разногласия, переживания у кого-то на почве ревности, у кого-то на почве того, что друг к другу какие-то претензии. И знаете, нет такого единения душевного, да, с одной стороны, люди любят друг друга, с другой стороны, каждый как будто бы сам по себе, и вот эта самостоятельность излишняя, она является причиной вот этих вот претензий, ревности, разногласий, капризов и так далее. А что в личной жизни? Личная жизнь. Личная жизнь, опять же, для семейных семья, либо же, возможно, сторонние какие-то романы. В личной жизни есть какие-то предложения, причем здесь, знаете, предложения на то, чтобы как-то взаимодействовать на почве. У кого-то работа, у кого-то совместные дела. Но никак это с места не сдвинется. Человек не хочет терять возможность взаимодействия со сторонним лицом, да, если он семейный. Человек не хочет терять возможность взаимодействовать с тем человеком,
предложение от которого, либо возможность выстраивания отношений, с которым идет к нему в руки, но в то же время он не готов ничего в своей жизни менять. Вот понимает, что за этим продвижением последует выход на новый уровень, а он как будто бы не готов. А чего хочет, на что настроен максимально сейчас, на чем он сосредоточен, работа или дела какие-то, сосредоточен на переменах. Сосредоточен на переменах. Вот вы знаете, приверженец стабильности, менять ничего не хочет, но понимает, что так дальше продолжаться не может и нужны перемены. Он старается этого избежать, он старается решить вопросы перемен максимально безболезненно. И вы знаете, по возможности даже отложить эти перемены, как-то оттянуть, потому что, как уже было сказано ранее, на перемены он не настроен. Он как-то, знаете, вот потом. А чего человек боится? Чего человек боится? Конфликтов, ситуаций таких вот нелицеприятных, когда неприятные разговоры, когда споры, конфликты, ругань. Пентаклевую королеву. Ну, мать, жена, постоянная спутница, женщину боится. Женщину, Пентаклевую королеву, очень боится. Причем, вы знаете, у большинства здесь вот именно две женщины, семейный человек и та женщина, которая его интересует, вполне вероятно, что это вы. Давайте посмотрим, думает ли он о вас, чтобы убедиться. Думает ли он о вас? У него есть чувство к вам, он о вас думает, знаете, как сказать, вы присутствуете в его мыслях, и вот эта мечевая королева – это вы, но о ваших чувствах он думает здесь в последнюю очередь. Вот он готов, вот такой вот он, да, он негодяй. Он думает о своей стабильности, он думает о своей семье, он думает о своей супруге. О том, как вы себя чувствуете, он думает в последнюю очередь. Ему не до вас, ему важны его чувства, ему важны его эмоции. Вот такой негодяй. И, скорее всего, здесь как раз-таки речь идет о том, чтобы, да, лучше для него будет все между вами прекратить. Он это прекрасно понимает, но он не готов отпускать. Он не готов отпускать, он не готов с вами прощаться. А что он думает вообще по поводу вас? Что он думает по поводу вас? Потом все решу, побудь на расстоянии. Ты моя звезда, ты мне нужна. Нужно что-то менять, но я поменяю это все потом. И я пока не могу принять какое-то решение. Я вот все буду оттягивать, отсрочивать. Притом, что если вдруг наши отношения с тобой разрушатся, у меня будет возможность их восстановить. Но терять их я не хочу. Я хочу по возможности вот просто сейчас оттягивать и оттягивать принятие каких-то решений. Я не хочу ни от чего отказываться, ни от каких благ, которые может мне сейчас подарить вообще жизнь и все вот эти вот обстоятельства. Давайте посмотрим для вас совет, как вам вести себя с загаданным человеком. Что вам делать-то сейчас? Что вам сейчас делать? Никуда не торопиться, терпеливо ждите, наблюдайте. Терпеливо ждите, наблюдайте. Смотрите, у многих отыграется такое, что вы пересекаетесь по работе, либо по каким-то общим делам. Личная жизнь не должна сейчас выходить на первый план. Вы решаете деловые вопросы, вы решаете те вопросы, по которым вы взаимодействуете помимо вот вашего личного общения, да, дела, работа, все что угодно. И решение здесь должен в любом случае принимать он, вы терпеливо ждете. Тем не менее, свои так называемые обязанности вы четко выполняете. При этом, смотрите, когда мужчина все-таки проявится, да, придет к вам с каким-то разговором, а с разговором он придет, вот здесь важно уже задать ему вопрос четкий. А что дальше? Но задавать этот вопрос нужно очень мягко. Четко, но в то же время мягко. Не с позиции мечевой королевы, а с позиции любви, с позиции жезловой. Да, пробудить в нем страсть, интерес, расположить его к себе, но в то же время четко спросить, а что дальше? Что, как мы будем с тобой взаимодействовать? Как мы будем с тобой этот вопрос решать? Вот
такой вариант у троечек. Благодарю троечек за просмотр. Буду рада, благодарна всем за обратную связь. Такие у нас сегодня с вами расклады. Падали карты. Интересные были ситуации. В первом варианте даже несколько необычный был, неожиданный поворот событий. Но вот что есть, то есть. Благодарю всех за просмотр. До встречи с вами в новых видео.